занимаюсь процессом получения водительских прав, и могу сказать на своем опыте, что этот процесс не самый легкий, и он занимает очень большой промежуток времени у людей, которые только приехали сюда и хотят получить права. С этим сталкиваются не только приезжие, сами шведы тоже прилагают огромные усилия для того, чтобы получить права. Всех приветствую на своем канале, меня зовут Дианира, я говорю о жизни и адаптации в Швеции. Сегодня я хотела рассказать о программе Zero Vision, то есть нулевая смертность на дорогах, которую шведское правительство внедрило в 1997 году. И это довольно-таки радикальная программа, а даже не программа, а философия, которая изменила сам подход. Раньше задавала вопрос, как сделать так, чтобы человек следовал правилам, а с 1997 года дается вопрос, как сделать систему такой, чтобы человеческая ошибка не стоила ему жизни. Никто не должен погибнуть на дорогах или получить тяжелые травмы. Это основная идея этой философии. И давайте подробнее разберем, что же все-таки она из себя представляет. Понять, действительно ли она работает, почему она работает, не просто так ли приходится проходить несколько кругов адов для того, чтобы получить эти заветные права, что стоит почерпнуть нам и, может быть, тем людям, которые работают в транспортной сфере в других странах, и адаптировать этот шведский опыт. Как было раньше, есть человек, совершил ошибку, попал в аварию, его наказали, научили водить правильно. Вся ответственность на дорогах, она практически лежала на водителях, ну и сейчас в наших странах то же самое. Изначально эта идея встретила немало скептицизма, фактически звучала примерно так. 0 погибших, вы серьезно? Это вообще невозможно. Но именно радикальность этой идеи и стала ее силой. Корень этой философии в том, что ответственность распределяется между водителем и системой, где водитель должен соблюдать правила, а система выстраивается таким образом, чтобы минимизировать серьезность аварий. В понимание системы входит инфраструктура, дороги, разделение потоков, организация движения. Конечно же, основной упор был оказан на инфраструктуру, были введены разделения дороги в 1998 году. То есть, когда встречная полоса разделена барьером, и люди только движутся в одном потоке, что существенно сократило количество встречных аварий. Также с 2006 года было увеличено число камер на дорогах с 640 до 2700. Как показала статистика, это помогло сократить смертность на 20-30% ежегодно. Что еще самое интересное, когда я приехала только сюда, я была удивлена, почему здесь столько много кругов, не светофоров, а именно круговое движение организовано. У нас в Казахстане в основном везде светофоры, круговое движение есть, но достаточно редко встречается. И я на самом деле испытывала небольшую такую панику, когда только начинала здесь водить, потому что все-таки немножко это было непривычно. Но зато сейчас я реально понимаю, что круговое движение делает вождение плавным и сокращает время ожидания на светофорах, на перекрестках. И, возможно, число аварий на круговом движении намного выше, но последствия этой аварии, они не такие серьезные, не такие плачевные непосредственно для человека. Ну и, конечно же, ремни безопасности. Когда только вводили ремни безопасности, многие люди забывали их пристегивать. И когда провели исследования, многие аварии, которые были с тяжелыми травмами, связаны с тяжелыми травмами, пассажиры, либо сами водители, они не были пристегнуты. И тогда, когда задавали вопрос, почему не пристегнулись, не потому что они принципиально не хотели использовать ремни безопасности, а просто потому, что они забывали. После чего введена была функция напоминания пристегивания ремней. Ну и еще одна функция, которая на самом деле меня очень удивила, я никогда о ней раньше не слышала, только когда начала готовиться к теоретическому экзамену, так это алколог. Оказывается, есть такое приспособление, которое не позволяет заводить автомобиль, если человек находится в алкогольном опьянении. И этот алколог используется здесь в транспортных компаниях, в профессиональных перевозках и для водителей, которые уже лишались прав из-за того, что садились за руль в нетрезвом состоянии. Сам процесс расследования ПДД, он, конечно, тоже изменился.
Если раньше было просто фиксирование аварии, определяли, кто виновен, и на этом все, то подход с этой программой изменился. Начали смотреть, почему именно произошла аварийная ситуация, что послужило ей, какие моменты сделали ее более серьезной, например, если там был летальный исход. И, например, если мешало дерево, то тогда спиливали дерево. Если был какой-то опасный перекресток, то тогда делали этот перекресток максимально безопасным. Вводили различные знаки, либо увеличивали дорогу, либо ставили какие-то барьеры для снижения скорости. То есть исследование аварий имеет комплексный подход, и в итоге это привело к тому, что, как я уже говорила, с 1997 года смертность сократилась в 2 раза. Если в 1997 году это было 541 погибших, то на сегодняшний день эта цифра снизилась до 203 погибших. При этом нужно понимать, что объем движения, количество автотранспорта увеличилось практически на 20%. Конечно, здесь заслуга не только программы Null Vision, но также и то, что сейчас машины стали намного безопаснее, включается автоматический тормоз, если сенсоры срабатывают. Есть функция держания линии, если вы едете на трассе, ну и много всего другого. Сейчас в целом даже можно и не водить машину, машина сама будет себя вести. Но при этом я хотела обратить внимание на статистику других стран. И так как я из Казахстана, я тоже посмотрела, что происходит в Казахстане. И в Казахстане в 1997 году количество смертей было 2364. И в 2025 году количество 2330. То есть практически не изменилось. Это не просто цифры, это ведь человеческие жизни. Если вам интересна жизнь и адаптация в Швеции, если вы планируете переезжать в другую страну, то я думаю, мой канал вам будет полезен. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео.